Сегодня поговорим о фестивале стендового моделизма в Москве «Матрешка-2025». Честно говоря, по дороге на выставку у меня в голове крутилась одна навязчивая мысль, а жив ли вообще моделизм в России? После всех событий последних лет, после санкций закрытых магазинов, подорожавших красок и наборов, казалось логичным предположить, что хобби сильно просело, что людей в зале будет немного, что все превратится в камерную встречу любителей, которые держатся из последних сил. Но стоило зайти в зал, как этот сценарий рассыпался буквально за первые пару минут. Моделизм жив, шумит, дышит, спорит, развивается и делает вид, что вообще не собирается никуда исчезнуть. И первое, что бросается в глаза, это количество людей. Это не уютная тусовочка для своих, куда заходят пару десятков посторонних участников. Нет, здесь реально многолюдно. Коридоры гудят, как муравейник. Кто-то наклоняется, разглядывая диорамы, а кто-то снимает крупные планы на телефон. Ну а кто-то выстраивается в очередь, чтобы просто сфотографировать понравившуюся модель без толпы в кадре. Местами пройти к столу почти невозможно. Стоит плотная живая стена из зрителей. И в этот момент ловишь себя на очень простом, но важном выводе. Этой выставке явно нужно помещение побольше. Стендовый моделизм в Москве уже не умещается в привычном формате комнатного хобби. Он вырос, стал заметен, стал массовым, и места ему требуется тоже столько, сколько любому большому другому увлечению. Это не просто эмоция от разовой выставки, это показатель спроса. Смотришь на этот ажиотаж и понимаешь, таких мероприятий в Москве катастрофически не хватает. Люди голодные до живого общения, до возможности принести свою работу, поставить ее на стол, услышать реакцию не только в комментариях в интернете, но и в реальности. Вот здесь, вот в шумном, тесном зале. И судя по тому, как плотно все забито, выставка по моделизму уже давно переросла статус узкоспециализированных встреч. Это полноценное культурное событие для большого круга людей. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Даши, он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! Ну а если говорить честно, «Матрешка-2025» дает очень ясный сигнал. В Москве можно и нужно проводить большие подобные фестивали. Разных по масштабу, по тематике и по уровню, от больших общегородских до маленьких тематических встреч. Потому что желающих участвовать и смотреть много. И это не абстрактно где-то там люди, а конкретные люди, голоса, семьи с детьми, подростки с горящими глазами, взрослые дяди, обсуждающие оттенки оливкового цвета с серьезностью хирургического консилиума. Ну а теперь поговорим о том, ради чего, собственно, все это затеивается, о моделях. Я стараюсь смотреть не только красиво-некрасиво, но и замечать общие тенденции, что сейчас волнует моделистов, в каких темах они варятся и о чем же они хотят говорить через свои работы. И вот тут по-настоящему меня удивил момент. Работ, посвященных СВО, на выставке оказалось немного. Не ноль, но были отдельные диорамы, были модели современной техники. Но никакого вала, которого логично было бы ожидать, я не наблюдала. И, если честно, я думала, что эта тема будет доминировать. Свежие события, медийность, огромное количество фото и видеоматериалов, да и просто эмоциональный фон, который трудно игнорировать. Но вместо этого аккуратные единичные работы. Кто-то делает диораму с собственной бронетехникой, ну а кто-то показывает фигуры в современной униформе. Но это не выглядит как главный тренд, как отдельные точечные высказывания. Но почему же так? И отвечая на этот вопрос, можно строить только версии. Возможно, людям просто тяжело еще раз переживать ту же тему, только через творчество, ведь моделизм — это хоть и техническое, но все же эмоциональное хобби. Ты долго упорно сидишь над моделью, вживаешься в сюжет, изучаешь фотографии, придумываешь историю, представляешь, что чувствовали бы люди в этот момент. И не всем хочется тянуть в свою мастерскую то, что и каждый день в новостях и в разговорах. Но, возможно, и другая причина. Те, кто мог бы делать такие работы наиболее честно и глубоко, еще просто не вернулись в привычную мирную жизнь. Чтобы сделать диораму, нужно время. Нужно, чтобы все пережитое как-то улеглось, оформилось в образ, в идею и в конкретный сюжет. Но это не делается по щелчку. И еще есть один момент. Любая горячая тема неизбежно становится полем споров. Ведь кто-то может бояться, что его работу неверно поймут. Кто-то не хочет, чтобы моделизм превращался в агитацию, в непрерывные дискуссии и взаимные обвинения. Хочется, чтобы хобби оставалось пространством, где можно спокойно заниматься техникой, историей, деталями, а не выяснять, кто тут прав, а кто виноват.
И все это в сумме может объяснить ту осторожность, с которой моделисты подходят к теме СВО. Она словно подвешена в воздухе, все ее чувствуют, все ее знают, но пока далеко не все готовы открыто о ней говорить через свои модели. Зато очень отчетливо бросается в глаза другое. Тематика немецкой техники Второй мировой войны заметно выдохлась. Ведь те, кто давно ходит по выставкам, помнят времена, когда на любом фестивале можно было насчитать десятки тигров, пантер и прочих знакомых силуэтов с крестами. Немецкая техника долго была почти обязательным пунктом программы. Ее довольно много выпускали, много обсуждали. По ней выходили книги, статьи и бесконечные переписки на форумах. На матрешке 2025 немецкая техника никуда полностью не исчезла, но ощутимо стало ее довольно меньше. И ощущается это иначе. Да, есть аккуратно собранные тигры, да, можно найти несколько пантер, да, местами встречаются интересные прототипы, но уже нет прежнего ощущения, что немецкий танк – это обязательная модель на полке. Скорее, это один из возможных вариантов, но не доминирующая тема. Но почему же так все произошло? Скорее всего, свое уже отыграли сразу несколько факторов. Во-первых, тема действительно была проработана годами вдоль и поперек. Огромное количество наборов, бесконечные варианты камуфляжа, модификации, прототипы. И моделисты, честно говоря, выжили из нее уже почти все, что могли. И наступил момент, когда захотелось чего-то нового, другого. Во-вторых, изменилась оптика отношения к истории. Многие переключились на другие стороны Второй мировой войны. Кто-то ушел в технику союзников, кто-то в редкие малоизвестные сюжеты, а кто-то вообще ушел в гражданскую тему. И в-третьих, немаловажно и то, что с годами меняется и поколение моделистов. Ведь для кого-то немецкий танк – это классика, которую надо собрать хотя бы раз. А для новых участников это уже не культовый объект, а просто один из вариантов на витрине магазина. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. Но зато советская техника времен Второй мировой войны по-прежнему представлена очень мощно. Т-34 самых разных модификаций. ИСы, СУ, самоходки, грузовики, полуторки, зенитки – все это есть и в заметном количестве. Причем не только в варианте вот танк на подставке, но и в составе диаграмм, фронтовые дороги, ремонтные площадки, переправы, городские руины, эпизоды из тыла. И почему же эта тема остается такой актуальной, думаю, здесь сходятся сразу несколько смыслов. Во-первых, это все еще живая семейная память. У многих до сих пор есть истории о дедах и прадедах, которые воевали или работали в тылу. Кто-то собирает именно тот танк, на котором воевал его родственник. Ну а кто-то делает грузовик, который был похож на тот, что был в семейных рассказах. Через модель человек как будто выстраивает собственный маленький памятник своей семье и своему прошлому. Ну а во-вторых, советская техника Второй мировой – это огромный пласт исторического и технического материала, споры о номерах частей, тактических знаках, цветах, нюансах окраски, полевых доработках – все это неиссякаемое поле для исследований. Моделисту здесь есть где покопать. Архивы, фотографии, мемуары, схемы – все это преобразуется в маленький объект на подставке, и за ним стоит довольно большая работа. А в-третьих, для многих это еще и эмоциональная опора. В мире, где очень много неопределенностей и противоречивых событий, тема Великой Отечественной войны воспринимается как более устойчивый исторический фундамент. Там еще есть спорные моменты, но общий образ понятный и знакомый. Борьба, победа, огромная цена, память. А через модели люди продолжают разговаривать с этой частью истории. А также отдельной линией на выставке была представлена, которая меня очень заинтересовала, гражданская техника в 43-м масштабе. Она на выставке присутствует, но пока не доминирует. Несколько интересных грузовиков, пара легковушек, кое-где мелькают городские сюжеты. В целом, в принципе, все, при том, что потенциал этой темы довольно огромен. Подумайте сами, гражданская техника – это то, что нас окружает каждый день. Автобусы, трамваи, коммунальные машины, пожарные, скорая, дорожная техника, почта, такси, простые легковые автомобили, на которых мы могли ездить в детстве или ездим сейчас. Через такие модели можно рассказывать историю города, эпохи, целый слой жизни, который редко попадает в страницы учебников, но прекрасно запоминается в деталях. Например, реклама на бортах, форма номерных знаков, дизайн витрин или тип асфальта под колесами. Но почему же таких работ пока что мало? Вариантов объяснения несколько. Во-первых, возможно, не хватает качественных наборов и массового предложения. Ведь военная техника традиционно очень хорошо поддерживается производителями. Танки, бронетранспортеры, самолеты выходят регулярно на любой вкус и кошелек. А с гражданской техникой, особенно локальной, отечественной, часто сложнее.
Либо мало наборов, либо они требуют больших доработок, либо нужно много деталей изготавливать самостоятельно с нуля. Ну а во-вторых, гражданская тема, мне кажется, менее героической на первый взгляд. Танк в руинах города или самолет в небе эмоционально считывается гораздо быстрее, и это зрелищно и драматично. А вот, скажем, обычный советский автобус у остановки — образ более тихий и не такой заметный. И не все сразу готовы увидеть в нем сюжет для диорамы или для модели. Хотя на самом деле эти тихие сцены часто вызывают не меньший отклик. Просто он работает на уровне ностальгии, узнаваемости и личной истории. Ну а в-третьих, возможно, сама модельная культура только подходит к большому витку интереса к гражданской технике. Сначала многие проходили через классический набор — танк, самолет, немножко кораблей. Ну а потом, набравшись опыта, начинают искать темы, которые ближе именно им. И вот тут всплывают троллейбусы родного города, маршрутки детства, пожарные машины, дворовые грузовички. И это естественная эволюция. И судя по тому, что на матрешке такие работы уже появились, у этой линейки, я думаю, будет большое будущее. Если попробовать посмотреть на выставку в целом, складывается очень интересная картина. С одной стороны, есть ощущение тесноты, физической и тематической. Людей довольно много, моделей много, а места мало. Но, с другой стороны, это, пожалуй, самая приятная форма проблемы, которая только может быть у хобби, когда не пусто, а тесно, а это значит, что жизнь внутри бурлит. Санкции, подорожание материалов, сложности с заказами из-за границы, изменение ассортимента в магазинах — все это, безусловно, влияет. Кто-то купил меньше наборов, ну а кто-то просто стал осторожнее с экспериментами, кто-то перешел на более бюджетные решения. Но самое главное, видно, что очень хорошо, что люди не перестали собирать, не перестали красить, спорить и совершенствоваться, учиться новым техникам, искать альтернативные материалы и делиться находками друг с другом. Матрешка 2025 очень ясно показывает, что моделизм в России не просто выжил на минималках, а он адаптировался, он нашел новые способы дышать, развиваться и объединять людей. Да, иногда тесно, да, не всегда хватает площадок, ресурсов и времени, но интерес живой, взгляд внимательный, руки заняты делом. И, наверное, это главное ощущение после выставки. Пока есть люди, которые готовы тратить часы и дни на маленькие модели из большой истории, пока они приезжают в переполненные залы, спорят у витрин и бережно несут домой очередную коробку, моделизм будет жить. После посещения этой выставки у меня возникло желание даже выставиться, возможно, с одним из моих зелков. Но не для победы, а чтобы попробовать посмотреть на своей шкуре, что это такое, показать свою модель реальной публике.